Приветствую, друзья! Наушники бренда Symfonio. Это всегда дорого, богато, с довольно интересной начинкой, ручной росписью и высочайшего уровня, но несколько специфичным звучанием. Сегодня мы изучим их относительную новинку – гибридную двухдрайверную модель на 10-мм планарном излучателе и фирменной арматуре от компании Sonion. О них сегодня и поговорим. Это, друзья, PB10. Поехали! Пришли наушники в стильно оформленной картонной коробке, где из героев обзора выложили так называемый скрипичный ключ. В комплекте шел гарантийный талон, мягкий кейс из кожзаменителя и два набора недорогих силиконовых амбушюр. Мне они не подошли, однако пользоваться такими вполне можно. Кабель выглядит прилично, он плотный, витой, с парными коннекторами, достойной гибкостью и штекером на 4,4 мм. По сопротивлению же это классическая 1/10 Ома на каждой из жил. Да, здесь без каких-либо фокусов. Чашечки сделаны из металла, они небольшие, с двумя отверстиями для компенсации, стандартным по размеру звуководом и абстрактно оформленной внешней частью. Внимание это притягивает, да и по посадке они почти идеал. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас масштабный и быстрый, как в игровых решениях, импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,28%, что немного, но превышает норму. Фаза ведет себя естественно, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить самостоятельно по их графикам. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ, аналогичное по амплитуде выделение области разборчивости, акцент на имитации ушной раковины и псевдодетализации, и еще пару пиков, чтобы поднять нам самый верх диапазона. И я бы назвал это вариацией на классическую кривую диффузного поля, если бы не яма на 4 кГц. Обычно в этой области все делают подъем. На фоне вот только рассмотренных нами CVG Yukimi, Yangin Canon 2 и Simgod EM10 отличия, заметьте, в основном именно в этой области. Ну и по мелочи на низких частотах и самых верхах. То есть у нас тут не штамп, а нечто самобытное. На слух подача Symfonio ближе все-таки к кривой диффузного поля или любимой многими хармоновской настройки. То есть с серьезным таким акцентом на верхнюю половину спектра и легким оттенением низких частот. Бас здесь полностью планарный, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. По мне он немного воздушный, не особо глубокий и без свойственного для динамиков жирка. С точки же зрения баланса, низких частот тут ровно столько, сколько должно быть. Они ощущаются, но на передний план не лезут и особо не подсвечиваются. Серединка, на удивление, объемная, живая, с шикарной прорисовкой всяких мелких нюансов, превосходной четкостью и просто поразительным, как для планарного драйвера, вовлечением в материал. Обычно этот тип излучателей ведет себя заметно скромнее и сдержаннее. Для примера, Terrain Azure Dragon ровнее на всем протяжении частот, но гораздо нейтральнее, суше, легковеснее и не так выразительны. По разрешению, скоростным характеристикам, общей четкости и так называемой открытости звучания у них, на мой взгляд, паритет.
Тоже планарные Teen Hi-Fi Dudu во всем проще и намного скучнее. Тут даже сравнивать толком нечего. Литшуя S12 2024 Edition тоже нейтральнее суши, но им придумали добавить телесности и объема за счет чуть притушенных высоких частот. Да, звук стал не таким открытым, как у Terrain или Symfonio, зато по сочности и натуральности он немного приблизился к героям нашего сегодняшнего обзора. С другой стороны, у нас в руках все-таки нечистый планар. На самых верхах здесь трудится балансный излучатель от Sonion серии 26U. Возможно, все дело в нем, а может секрет в хитрой акустической камере. Однако звучат PB10 намного ярче, сочнее, благороднее и куда более вовлекающе. Придраться тут можно лишь к акцентированию области обитания различных сибилитивных звуков. Но сделано все настолько аккуратно, что до свиста или каких-либо призвуков дело просто не доходит. Ну и лично я люблю более глубокий и телесный бас. В остальном наушники просто прекрасны. Немного пообвыкнув, оторваться от них совершенно невозможно. А качество, выразительность и уровень прорисовки заслуживают самой высокой оценки. Лучше еще поискать, да и найти вы сможете лишь в этом же ценовом сегменте. По источникам можете не заморачиваться. Конечно, лучше их раскрывать на чем-то тембрально богатом и взрослом. Они того, поверьте, заслуживают. Однако и на небольшом мобильном ЦАПе типа SMSL D10 или 7 Гц Artemis 39 они тоже звучат волшебно. Главное, чтобы хватало мощности и сам характер у звука был с небольшим уклоном в техничность. По стилистике каких-либо особых ограничений для них тоже не вижу. Данная модель прекрасно справится с роком, металлом, различной электроникой, всем акустическим и вокально ориентированным, джазовым, оркестровым и даже серьезной академической направленностью. Звучит модель реально очень вкусно, сочно и просто невероятно объемно. Со всеми атрибутами солидного взрослого звучания, но из-за не совсем типичной настройки требуют, так сказать, небольшой притирки к слушателю. Можете называть это прогревом или как угодно еще, но им нужно дать время. Любители же Хармана или кривой диффузного поля, уверен, оценят их сразу из коробки. После них, если честно, почти все модели из моей актуальной коллекции кажутся какими-то невзрачными и тембрально простыми. Да, они и стоят дешевле, что, в общем-то, все объясняет. Но многие ведь до сих пор верят в наушники за $200, которые что-то могут против моделей за 400. Symfonio наглядно показывает, что это не так. Очень круто звучат. Я прямо-таки, друзья, на них залипал. И итогом наушники PB10 от компании Symfonio солидно выглядят, удобно сидят. Кабель в комплекте отличный. Вполне допустимые искажения и отклонения между каналами. Предельно быстрый, как в игровых решениях, импульс. И уникальная настройка, чем-то схожая с хармоновской или кривой диффузного поля. Звучат же наушники сочно, выразительно, тембрально богато, до магнетичности притягательно и просто мега подробно. На слух я бы, наверное, никогда не угадал бы здесь планарный излучатель. Настолько все живое, объемное и натурально переданное. Своих денег модель однозначно стоит, но, как я уже сказал, требует небольшой притирки к слушателю и достаточно техничного источника. Мне эти наушники нравятся, хотя я сейчас и предпочитаю звук поровнее. Я кайфанул.
А на этом, друзья, у меня все. Это была модель Symfonio PB10. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!